Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас всех на нашем канале Семейный Handmade. В прошлом мастер-классе я обещала показать, что можно сделать из донышек от зеленых пластиковых бутылок. Кстати, если вы еще не видели это видео, то обязательно посмотрите. В конце я дам на него ссылочку. Ну а сегодня, как вы уже поняли из заставки, я буду показывать, как сделать очень красивый и очень колючий кактус. Итак, нам понадобятся донышки от зеленых пластиковых бутылок. У меня они остались после сборки пальмы. Если вы пальму не собирали, то берем зеленые бутылки. Маленькие, большие, темные, бледные, подойдут абсолютно любые. И отрезаем у них донышки. На один кактус понадобится примерно 70-75 донышек. Может уйти больше или меньше в зависимости от диаметра собранных бутылок. Каждому донышку нам нужно будет придать форму колючки. У донышек есть выпуклые и вогнутые части. Вырезаем из вогнутых частей шипы, а выпуклые отрезаем до самого низа. Отрезанные части я не выбрасываю. Покажу в одном из следующих видео, какие кактусы можно сделать и из них. Кстати, в этом видео они тоже показаны. Это кактусы с желтыми цветочками. После того, как будут вырезаны все колючки, переходим к созданию цветов. Для этого я взяла белые бутылочки от детских йогуртов. Также подойдут и большие бутылки от молока или кефира. На один цветок понадобится 2 бутылки. Отрезаем горлышко, оставляя примерно 6 см. Если у вас такие же бутылки, как у меня, то отрезаем до первой верхней линии. Снимаем крышки, отрезаем ободки. У одной бутылки отрезаем часть закруткой, так как цветочек будет вставляться один в другой для объема. Теперь разрезаем наши заготовки на 8 равных частей, то есть сначала пополам по боковым швам, потом каждую часть еще раз пополам, получаем 4 части, и еще раз каждую делим на 2, получая в итоге 8 равных полосок. Выгибаем лепестки наружу. Ту заготовку, у которой мы отрезали горловину, разрезаем также на 8 частей, не дорезая до края примерно 5-7 мм. Теперь каждому лепесточку нужно придать закругленную форму. Надеваем меньший цветок на больший со стороны крышки, так, чтобы он наделся выше ограничительного кольца, и закручиваем крышку. Крышку я взяла оранжевого цвета, чтобы не красить серединку цветов. С внешней стороны крышку можно покрасить акриловой краской в зеленый цвет, но я не стала этого делать, так как цветочки и так смотрятся очень даже хорошо. Количество цветов делаем на свой вкус, у меня их 11. Теперь нам понадобится 19-литровая бутылка от кулера. Она может быть с любым рельефом, главное, чтобы без ручки. Красим бутылку губкой или спонжем акриловой краской в зеленый цвет. Конечно, можно и не красить. Первый мой кактус был именно таким, но тогда он будет полупрозрачным. Позже я покажу вам разницу между окрашенной и неокрашенной поделкой. Еще нам понадобится цветочный горшок или пластиковая ведерко такого размера, чтобы в него, не проваливаясь, вставлялась бутылка от кулера горлышком вниз. По желанию горшок тоже можно окрасить в любой цвет. Все составляющие готовы, и пришло время собрать кактус воедино.
Скажу сразу, без шуруповерта это сделать почти нереально. Сначала я думала, что смогу проколоть донышки шилом, но у меня ничего не вышло. Итак, берем 2-миллиметровое сверло и вставляем его в шуруповерт. Теперь мы без особого труда сможем просверлить в центре каждого донышка отверстие. Начиная сверху, по кругу прикручиваем донышки к бутылке саморезами. Я взяла очень длинные саморезы, так как не нашла других, но вам советую брать 25-миллиметровые. Заполняем колючками весь кактус и не забываем прикручивать цветочки. Как видите, между донышками остаются пустоты, но так как я покрасила бутылку, они почти незаметны. Теперь нам осталось посадить кактус в горшок. Как вариант, можно прикрутить горлышко к дну горшка проволокой, утяжелив поделку камнями. Но мне больше нравится вариант с заливкой гипсом или алебастром. Смотрим, насколько горлышко входит в горшок, чтобы понять, на какую высоту нужно залить гипс. Дно горшка закрываем целлофановым пакетом, чтобы ничего не протекло. Можно также заполнить горшок скомканными газетами для экономии гипса. И заливаем алебастром или гипсом. Также можно дополнительно утяжелить горшок камнями. Вставляем в горшок кактус и оставляем до полного схватывания гипса. Такими кактусами можно, например, украсить садовую дорожку, беседку или крыльцо, как это сделала я. А может быть, вы найдете более интересные места для такого оригинального декора. Кактус не окрашенной бутылкой получился полупрозрачным. Особенно это заметно в солнечную погоду. Несмотря на то, что пустоты между колючками я немного подкрасила кисточкой, все равно он смотрится как стеклянный. Окрашенный же кактус больше похож на настоящий. Но в целом оба кактуса смотрятся хорошо, ярко и необычно. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч!